Как отношения с нарциссом могут вас в буквальном смысле душить? Мы сегодня поговорим о том, как недосказанность в отношениях с нарциссом, неспособность отстоять свои границы, неспособность просто банально ему как-то перечить и говорить что-то, с чем ты не согласен, может вас в буквальном смысле душить. То есть это может приводить к тому, что у вас начинается сначала какой-то кашель совершенно без причины, потом какие-то простуды необъяснимые, и вплоть до того, что вы можете испытывать чувство нехватки воздуха периодическое или прям чувство удушения. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы с вами разбираем психосоматику вот этого вот удушения, которое бывает в ситуациях, когда ты не можешь высказать нарциссу то, что для тебя очень важно, когда ты не можешь ему правильно перечить, когда ты не можешь ему вербально противостоять. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под этим видео, поделитесь этим видео в соцсетях, чтобы ваши друзья его смогли посмотреть. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления, и мы с вами начинаем. Итак, любая психосоматика начинается с психического компонента, который потом переходит в соматический компонент. Психический компонент в ситуации с вот этим вот удушением, с проблемами с горлом в отношениях с нарциссом представлен таким типичным классическим невротическим комплексом. То есть невротический комплекс — это когда есть какое-то противоречие внутреннее. С одной стороны, у меня есть необходимость, желание, потребность сказать что-то нарциссу, сказать ему, чтобы он перестал со мной так общаться, сказать ему что-то, что для меня важно. С другой стороны, я же сама же себе запрещаю, у меня есть какие-то ограничения внутренние, чтобы ему это сказать. Я не могу, не позволяю себе ему это сказать. Но поскольку потребность сказать, потребность что-то высказать, выговориться, она остается, она актуализируется в связи с общением с нарциссом. То есть чем больше я с ним общаюсь, тем больше мне нужно сказать. Соответственно, тем больше должна быть вот эти мои внутренние какие-то ограничивающие убеждения или какой-то мой негативный опыт, который не позволяет мне такие все-таки ему сказать. То есть вот это психическое напряжение, оно вследствие длительного общения, оно все повышается, повышается и повышается, потому что, ставки растут, но баланс остается. Возьмем такой частный пример. Вы стоите напротив нарцисса, он вам что-то говорит, и говорит он вам какие-то вещи либо неприятные для вас, какие-то оскорбительные, либо это что-то вот такое нудное, что вы не хотите слушать, но вы продолжаете его слушать, либо он, скажем, вас как-то вот прямо газлайтит, он заявляет, что те эмоции, которые вы там проявили, предположим, вчера, они были неуместны, соответственно, раз они были неуместны, значит, ты неадекватный, значит, ты сумасшедший, значит, это газлайтинг. И вот он все эти вещи вам говорит, и вы как бы хотели бы ему что-то вот сказать, чтобы он перестал так говорить. Откуда появляется вот эта первичная интенция, вот это первичное желание противоречить? Откуда появляется вот это вот желание защитить свои границы? Она появляется из вашего опыта предыдущего здоровых отношений. У каждого человека есть все-таки опыт здоровых отношений. Предположим, когда-то вы, общаясь с каким-то своим другом или подругой, разговаривали, и тут в какой-то момент ваш друг начал говорить какие-то вещи, которые вам стали неприятны. Естественно, что вы тут же мимикой своей, какими-то, возможно, легкими там репликами показываете, что вам это неинтересно, например, эй, он тут же это чувствует, поскольку у него есть эмпатия, и он ее по отношению к вам использует, поскольку ему очень важно сохранить отношения с вами, и чтобы эти отношения были максимально, скажем, эффективными, максимально здоровыми, счастливыми. И в этот же самый момент автоматически ваш этот друг, поскольку это же ваш друг, он меняет тему разговора. Или, например, если он как-то что-то лишнее сказал, он извиняется. Или он, скажем, говорит, а ты как считаешь, передает, как сказать, разговор вам. То есть в нормальных отношениях, опыт нормальных отношений нам говорит о том, что как только мне становится нехорошо в этих отношениях, я подаю какой-то сигнал, часто даже неосознанно. Я как-то говорю о том, что мне не нравится, что ты говоришь, мне это неинтересно. Или я, например, хочу сейчас оставить этот разговор, хочу просто вот прекратить, немножко отойти, отдохнуть. В отношениях с нарциссом вы тоже хотите это все сказать, но вы это не делаете. Почему? Потому что у вас есть негативный опыт общения с этим человеком. Вы знаете, что если вы сейчас начнете ему перечить и говорить ему о том, что да нет, но мои эмоции вчера были адекватные, нормально я реагировала, у вас есть опыт, что когда-то он вам вот так вот 40 минут, так сказать, мозги полоскал, а когда вы начали ему перечить, начали с ним как-то спорить, эти 40 минут переросли, скажем, там в 1,5-2 часа. И вы, понимая это, стараетесь не говорить. То есть вы подавляете свое первичное желание сказать ему о своих интересах. Либо вы понимаете, что он, например, говорит на взводе, а поскольку у вас есть негативный опыт общения с этим человеком, вы помните, что в прошлый раз, когда он был на взводе, я ему что-то сказала, он снялся со взвода, так сказать, выстрелил, и, в общем, я получил весь этот нарциссический гнев, который только возможно получить. Он кричал, оскорблял меня, было все еще хуже. Соответственно, понимаете, у вас возникает вот такая вот ситуация, когда вы одновременно хотите сказать, что вам неинтересно это слушать, вы не согласны с тем, что он говорит, вам неприятно слушать, как он вас оскорбляет, но при этом вы не можете это сказать, потому что ваш
опыт, вот этот негативный опыт общения с этим человеком говорит о том, что лучше молчать. Понимаете? То есть образуется такое психическое напряжение. Я хочу что-то сказать, мне важно ему что-то сказать, но я себе не позволяю этого ради своей безопасности говорить. Вот это психическое напряжение, оно переходит в соматическое напряжение, в такое стрессовое напряжение мышечного вокального аппарата. То есть ваши голосовые связки находятся в напряжении, потому что вы вроде бы вот-вот должны что-то сказать, но не позволяете себе сказать. Дело в том, что перед тем, как задействовать какую-то группу мышц, эта группа мышц, она предварительно, ну, как бы тонизируется. Вот вы заметьте, когда вы сидите расслабленные, предположим, на стуле, перед тем, как встать, у вас по мышцам, которые поддерживают позу, и тем мышцам, которые сейчас задействуются для того, чтобы вы встали, пробегает такая волна напряжения, и они тонизируются. Так вот, представьте себе, что вы сидите на диване, ожидаете, что вот скоро-скоро вам нужно будет встать, но команда никак не поддается. Естественно, что вы будете находиться в напряжении, и вы будете просто физически уставать. То же самое происходит и с мышцами, которые ответственны за, так сказать, речепродукцию. То есть это мышцы гортани, мышцы голосовых связок, эти мышцы могут быть напряжены. В такой ситуации бывает так, что человек дышит как бы более затрудненно. Бывает так, что если ты все-таки говоришь, то голос у тебя такой вот напряженный. Наверняка вы слышали людей, у которых голос такой тоненький, немножко дрожащий. То есть голос, в котором слышно напряжение. То же самое касается диафрагмы. Диафрагма – это мышца, которая находится между грудной и брюшной полостью, которая подкачивает воздух. То есть это основная мышца, которая, так сказать, подает воздух на вот эти вот на струны, на голосовые связки. Вы наверняка замечали, часто бывает так, что когда ты волнуешься, у тебя как будто бы не хватает воздуха. Почему так происходит? Когда ты собираешься что-то сказать, вот тебе что-то важно сказать человеку, который тебя вот прямо сейчас оскорбляет, ты набираешь автоматически воздух в легкие, но так вот не полностью, но при этом, поскольку ты ничего не говоришь, ты остаешься на таком как бы полувдохе. И в следующий момент, когда тебе нужно вдохнуть, ты начинаешь вдыхать в уже наполовину заполненные легкие и чувствуешь, что как бы воздуха тебе не хватает, понимаете? Меньше воздуха проходит через наш нос или рот, через что мы дышим, в легкие, которые и так уже заполнены. И ты начинаешь понимать, что у тебя как будто бы тебе не хватает воздуха. На самом деле у тебя легкие переполнены воздухом, но просто ты как бы не выдыхаешь до конца. Что касается гортани, вы наверняка замечали, что бывает, когда человек хочет что-то сказать, он, так сказать, покашливает. То есть вот это покашливание, это может быть как подготовка к тому, чтобы что-то сказать, так и иногда как бы замена того, что он хотел бы сказать, но из-за своего воспитания не сказал. Такая, знаете, интеллигентная невротическая штука. То есть человек покашлял в ситуации, когда он хотел бы что-то сказать, но в последний момент он себя сдержал, и вот этот вот невысказанный, какая-то вот фраза выразилась в такое в покашливание. То есть голос все-таки он подал, что-то он все-таки, он родил, голосовой такой. Но это как бы не фраза, например, перестаньте так говорить или там послушайте меня, а такой. Так вот, если вы находитесь в отношениях с нарциссом, где у вас постоянно есть вот эта невысказанность, она может проявляться вот в этом кашле. То есть я просто привел такой пример, в частности, чтобы было понятно. Вы стоите друг напротив друга, у вас как бы такой диалог, который по факту монолог. Вы ничего не можете сказать из-за вот этого невротического комплекса, из-за напряжения. Но на самом деле вот это напряжение в вас, оно будет оставаться и даже когда вы не будете находиться рядом с нарциссом. Предположим, вы получили какой-то смс, где он вам написал какие-то совершенно невообразимые вещи, с которыми вы не согласны. В этот момент хочется кричать, потому что устная речь, вокальная речь – это более эволюционно древняя, это более что-то природное для нас, чем вот способность что-то написать. И ты в этой ситуации хочешь кричать, хочешь что-то говорить, но его же рядом нет, потому что он в телефоне. Мы же в современном мире живем. Плюс ты в принципе не можешь ему ничего сказать. И в такой ситуации у тебя возникает кашель. Кашель – это как такой редуцированный нерожденный протест. И вот этот кашель, он может, собственно, хронизироваться. То есть, опять же, ты начинаешь кашлять, вторично из-за того, что ты постоянно кашляешь, возникает воспаление голосовых связок гортани, и вот у тебя какая-то простуда совершенно на пустом месте, совершенно, вроде бы как необъяснимая никакими причинами. То есть ты не простудился ничем, ты не заразился, такая чистая психосоматика. Что в таких ситуациях нужно делать? Прежде всего, нужно вернуть себе свой голос, потому что ваш организм желает говорить, а не кашлять там или задыхаться. Вам нужно учиться отстаивать свои границы, учиться перечить, учиться как-то противостоять этому человеку в общении. Если это такая ситуация, когда вы не можете ему противостоять, предположим, вот он такой совершенно с катушек слетевший, там
неконтактный человек, с ним невозможно договариваться. А вам нужно с ним все равно взаимодействовать. Предположим, это ваш начальник, ну, вы не можете сработать. Или, скажем, это человек, с которым вы вынуждены по каким-то причинам жить. Или, ну, вот, в общем, вы не можете с этим человеком не контактировать, а контакт не можете сделать каким-то, ну, таким продуктивным. В такой ситуации вам нужно все-таки где-то выпускать свой голос. Вам очень важно, чтобы у вас не было этих голосовых зажимов горловых, заниматься, ну, вещами, которые могут как-то его расслабить. То есть дыхательная гимнастика, пение, то есть не примените сходить в караоке куда-нибудь или, может, с друзьями где-то пойти на концерт, попеть. То есть, чтобы вы могли, пускай не этому человеку, а где-то в другом месте, но все-таки громко выразить себя, громко, ну, проговорить что-то. Потому что тогда вы, по крайней мере, ну, грубо говоря, как прочистите горло, что ли. Это может быть еще декламация какая-то, лекции, доклады. Если у вас есть такая возможность, просто где-то, чтобы вы говорили, и ваши слова оказывались важными. Но когда ты стоишь на сцене, ну, скажем, какой-то театр, может быть, любительский, вы когда говорите, и много людей вас слушает, вы понимаете, что у вас голос что-то весит. Когда вы понимаете, что ваш голос что-то весит, вы, собственно, символически возвращаете себе свой голос. Ну и также можно еще использовать какие-то опосредованные способы отреагирования агрессии, например, какие-то физические упражнения, может быть, единоборство, может быть, что-то связанное, я не знаю, с какими-то вот кардионагрузками. Это, в принципе, могут быть танцы. То есть, понятно, что танцы с голосом вроде как прямо не связаны, но не связаны с телесностью. И есть такие танцы, где очень хорошо проявляется вот это вот сексуальная агрессия. То есть вот там танго, сальса, кизомба. То есть такие танцы, где в принципе ты как бы расслабляешь свое тело, ты отдаешься, и в этих танцах ты можешь отреагировать вот эту вот недосказанность через агрессию, такую ритуализированную, не разрушающую, а созидательную агрессию танца. Ну и собственно психотерапия. Не знаю, почему я в последнюю очередь об этом сказал. То есть, ну, вот если самостоятельно не получится с этим справиться, обращайтесь к психотерапевту, и, собственно, можно это дело проработать для того, чтобы увидеть, где вы сами на себя со стороны не можете посмотреть, где есть вещи, которые вы в себе не замечаете, как вы можете по-другому взаимодействовать с этим человеком. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас такие ситуации, когда из-за вот взаимодействия с каким-то токсичным человеком у вас появлялся какой-то кашель без причины, я не знаю, там какие-то простуды совершенно необъяснимые на фоне конфликта. Там, может быть, на самом деле, вот, прям душило, не хватало воздуха. Я вам буду очень благодарен за ваши примеры, потому что конкретный практический пример — это всегда бесценно. И напишите, пожалуйста, нравится ли вам такой формат видео, не сильно ли оно затянутое. Если, в принципе, оно вам понравится, ставьте лайк, можете этим видео поделиться со своими друзьями в соцсетях, подпишитесь на канал, конечно, чтобы не потерять меня, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.